Здорово всем, с вами Миша Виплюшка, это канал бывшего осужденного. Можно ли отсидеть за другого человека за бабки? Сегодня поговорим об этом. Постоянно мне задают эти вопросы. Знаете почему? Кто-то нашел где-то на Авито, что ли, уж я не знаю где, объявление такое, что там какие-то миллионы предлагаются людям, вот, за то, чтобы человек отсидел за другого вообще. Ну, реально ли это или нет? Встречал ли я таких людей? Вот сегодня об этом поговорим. Итак, для тех, кто впервые на моем канале, сейчас будет для вас любимая фраза моя. Ну, вернее, не для вас, а для тех, кто смотрит меня давно. Я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы. Вот, всем привет. Чем я не горжусь, здесь я просто рассказываю свой опыт и высказываюсь по поводу разных вещей, связанных с этим, опираясь вот опять же на свой опыт. Погнали. Может, кто-то не слышал, кто-то не видел. Может, это фейк, как в свое время тоже, знаете, что было? Чефирную хотели открыть в Москве, причем я об этом как-то обмолвился на стриме, вот, что можно было бы такую фигню замутить, ну, типа под вот такую стилистику сделать. И человек на своем канале, где там 10 тысяч подписчиков, по-моему, у него, зарядил вот эту тему, сделал такой вброс, что он ее будет как бы открывать. На самом деле он ничего не открыл, и так как он подписан был на меня в то время, я думаю, что он у меня спер эту идею, но не суть важно, это, короче, ну просто фейк был вброс. И также вот этот вброс, я думаю, по поводу того, чтобы отсидеть за кого-то. Вот. В общем, где-то якобы входит какое-то объявление, вот тут чуть ли не на Авито, вот, что нужен человек, который отсидит за другого. Вот давайте разбираться теперь. Казалось бы, почему бы и нет, да? Вполне возможно. И я думаю, есть люди, которые верят в это, что кто-то может отсидеть за другого человека, там, не знаю, там, за миллион, за два. Вот, ну, сейчас вот мой взгляд, давайте. Вот. Сначала поговорим о людях, которые сидели. То есть люди, которые сидели, я думаю, не согласятся по той причине, что они знают, что такое тюрьма, они уже там побывали, и вряд ли они хотят возвращаться. Вот, ну, я не знаю ни одного человека, который хотел бы добровольно сидеть в тюрьме. Да, сидит людей очень много. Много, и я сам 4 раза сидел, и как бы, типа, что тебе не хватало, да? Но даже если бы в то время мне как бы предложили отсидеть там за миллион, да, например, я бы не согласился. То есть я как бы, знаете, вольная птица, да, я любил и люблю как бы волю и раздолье там. И даже в тюрьме как бы можно оставаться свободным, если, как бы, как вам объяснить-то? Короче, неважно. Вот. Я не люблю подчинение, скажем так. Далее, то есть человек, который там был, я очень сомневаюсь, что он согласится даже за деньги и за большие туда вернуться. Потому что он видел это. И, ну, как бы, тем более, что сейчас там творится. Многие знают, как бы, старые арестанты, тоси-боси. Вот. Что там происходит, как бы. Тем более не хотят возвращаться из-за деньги. Ну, вот, не знаю. Вот смотрите, например, такое предложение. Там, сколько надо отсидеть, там, не знаю, за 2-3 миллиона рублей. Да, сколько? Год? Ну, кто-то еще, наверное, согласится. Но кто даст за год того, чтобы человек отсидел там 2-3 миллиона. За миллион год никто не будет сидеть, поверьте мне. Его можно за год заработать. Ну, можно. Если как бы постараться, миллион можно заработать. Вот. Блин, дед, только не говори, что ты сюда едешь. Нет, не сюда. То есть его можно постараться и можно заработать. Ничего в этом сложного нет. 2-3 миллиона платить, я сомневаюсь, что кто-то будет. Потому что преступление, за которое дают год, что это за преступление? Ну, не знаю, какая-то авария, если, да? Ну, год, чтобы дали. Да проще дать 3 миллиона, чтобы вообще тогда ничего не дали. То есть, ну, дали условку, там, не знаю, как-то развалили дело там на стадии следствия, либо... Ну, то есть, нету вот это, как бы, не знаю, рационального, нормального объяснения. То есть, ну, за миллион на 5 лет никто не сядет. На 5 лет, сколько? 5 миллионов? Кто сядет за 5 миллионов на 5 лет? Я даже не знаю. За 10 миллионов на 5 лет? Возможно, кто-то и согласится. Возможно. На 5 лет за 10 миллионов. Ну, в принципе, это квартира. Ну, не в Москве, естественно. В Москве это какая-нибудь однушка, и то такая, наверное, под снос скоро.
Возможно, кто-то и согласится. Но, блин, кто там бывал, знает, что 5 лет, понимаете, можно попасть. Там же еще, скорее всего, ты не будешь выбирать, куда тебя повезут. Вот. Тебе деньги дадут, как бы, а не факт, что ты попадешь еще в черную колонию, где эти 5 лет ты будешь сидеть нормально. Есть такие зоны, где год, она такая красная и жуткая, что там год десяткой покажется. И там эти деньги тебе не пригодятся, если ты еще освободишься оттуда. Вот поэтому, я думаю, сидевшие люди вряд ли на это пойдут, потому что они уже насиделись. Далее, люди, которые не сидели, им предложат отсидеть за другого человека, они боятся тюрьмы как огня. То есть по вот этим вот фильмам, по рассказам. Да, всем интересно, большинство, кто меня смотрит, люди не сидевшие. Вот. Но тюрьмы боятся люди. Кто там не бывал, они не знают, что там происходит. Тем более сейчас очень много стало вот этих вот всяких показываться пыток, еще чего-то. Люди вот сейчас смотрят и думают, что вот только это там и все. На самом деле это, я уже как-то рассказывал, да, это присутствует, но это не прям поголовно и везде. Поймите одно, очень многое преувеличивают по поводу того, что происходит в лагерях, да, сколько они там красные, сколько там ломают. Вот представьте, в лагере 1000 человек, ну нельзя прям годами людей держать в таком напряжении, рано или поздно как бы, ну, фляга свистанет у кого-нибудь, что-нибудь произойдет. Да, бывают случаи, для меня это не новость, как бы вот. Но люди, кто не отбывал, они, я думаю, очкуют как бы вот этого всего. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то согласится свою вольную жизнь там взять, вот так вот променять. Ну, как бы, если он в здравом уме, там, человек, то есть, ну, и он не сидел, и он живет нормально, ну, у него худо-бедно есть что терять. И там размениваться на там какие-то, не знаю, там 2-3 там, миллиона, еще что-то, я сомневаюсь, что кто-то будет. Дальше. В телеграм-канале в моем люди пишут мне: ну, может, какие-то бомжи, типа, согласятся. Им же, типа, нечего делать, там, и так далее, там, им негде жить, вот. Тут версия у меня такая. То есть, смотрите, чтобы какого-то бомжа, бичару взять, да, там, и чтобы там какие-то миллионы, понимаете, надо будет давать денег, во-первых, следаку, хороших денег, чтобы он его взял вот и сделал тем самым обвиняемым вместо человека. То есть, ну, он же не дурак, он не будет просто брать как бы и типа, да, хорошо, что ты сознаешь, да, как вот делал дураков, да, у Чикатило. Значит, тебя сажаем. Нет, тут дело в том, что, понимаете, когда будет суд, судья увидит, что это какой-то афалупин, а не тот человек, который должен быть на скамье подсудимых. И, соответственно, надо и закидывать судье. А там, ребята, идут суммы уже, я не знаю, что надо сделать, чтобы вот заплатить этому бомжу, хрен с ним, там, не знаю, миллион, да, чтобы он там 5 лет отсидел. Следаку, если это Москва, там от 10, наверное, лямов уже начнется. Также и в остальные места надо будет закидывать. Вот. То есть, по сути, это обойдется, не знаю сколько, миллионов 70, чтобы человек не сел на 5 лет. А сколько, я боюсь тогда поинтересоваться, сколько тогда вообще был выхлоп от этого всего, что произошло, что можно за человека заплатить такие деньги. Сколько вы сперли? Миллиард? Поэтому для меня, я считаю, что это просто вброс, это просто как бы такой прикол. Это, ну, это нереально. Не, я не исключаю, что, может быть, найдутся люди, которые типа как на вахту поедут там на 3. Да, давай мне 3 миллиона, я поеду там сидеть на 3 года. Но вот лично для меня, я считаю, что это как бы, ну, овчинка выделки не стоит. Те, кто тем более долго просидели, и у кого что-то там на воле, например, там держит его, да, там появилась там, не знаю, какая-то работа, там стабильность, там дети, не согласятся они за 2-3, даже, не знаю, да никто не согласится. Вот поверьте мне, никто не согласится на эту фигню. Для чего все это делается? Давайте, может быть, разберемся теперь. Блин, инфоповод какой-то.
Я не знаю, зачем. Ну, просто прикол. Знаете, есть там такие объявления на Авито, типа, забухаю там, что-то я помню было, сыграю вашего, типа, пьяного друга, вот, приду на любое мероприятие и нажрусь, короче, сильнее вас, вы на моем фоне будете выглядеть, типа, вообще замечательно, вот, такая канитель. Потом просто есть собутыльники, потом что-то я видел, носки Цоя, короче, продают там какие-то, типа, драные старые. Ну, это все приколы. Это все вброс. Единственное, я не могу понять, типа, ну, для чего? Для чего это делается? Есть, конечно, мысли у меня. Я думаю, что просто нам показывают уже все, что угодно, короче, лишь бы мы поменьше думали и думали обо всякой фигне. Вот, и все получается. Даже сейчас, вот, в принципе, мы обсуждаем вот эту вот фигню, я обсуждаю, да, с вами. В принципе, что, если это так, как я считаю, да, все удалось, все получилось. В общем, люди отвлекаются на всякую шляпу, вот, вместо того, чтобы думать о чем-то другом. Даже, я сейчас не о политике говорю, а, например, о чем-то полезном, да. Вместо того, чтобы заниматься тем же саморазвитием, да, проще вот сидеть и обсуждать какой-то вот этот вот шлак, да, что кто-то там что-то, какое-то объявление подает, отсидеть там за другого или нет. То есть постоянно такие вбросы, чтобы меньше было хороших мыслей у людей. Ну, кто это делает, это я не знаю, чьи это происки. Вот, из-за бугра там или откуда еще, короче, или наши местные, или просто придурки. Короче, я хрен знает. Вот. Я знаю одно, ребят, если у вас будут такие вопросы, вы обязательно ко мне обращайтесь. Вот, пишите в комментариях обязательно. Вот. Что-нибудь подобное. Я, в принципе, готов. Вот в чем в этом я во всем разбираюсь. Готов расставить все точки над «ё». Вот. Обязательно, кстати, ставьте лайки. Они бесплатные на этом канале. Я договорился. Вот. Нажимайте там подписаться. Все дела на мои остальные каналы. Ссылка в описании будет на второй канал, на стрим-канал, на ВК, Инстаграм и прочее. В общем, все там найдете. Телеграм и, короче, даже ТикТок у меня есть, ребят, если кто не знал. Вот. И, как бы, там пишите, либо в комментариях, я посмотрю. Я думаю, такой шляпы еще мы увидим и не раз. Вот. И обсудим, поговорим, как бы, почему нет. Если я худо-бедно в этом что-то соображаю. Напоследок, что хочу сказать, ребят, берегите себя, никаких денег не стоит ваша свобода, поверьте мне, я это уже говорил, но если любого человека, который никогда не отбывал, просто взять и поместить на сутки, просто выдернуть, вот как есть, просто и переместить, там, не знаю, через телепорт в тюрьму, у него начнется паническая атака, он, наверное, потеряет сознание, у него поедет крыша. Да что, блин, люди, когда в обезьянник, просто в отдел попадают, все, они сразу, как только дверь железная за ними закрывается, они уже говорят по-другому. Так что, поверьте мне, это все фейки, это все, не знаю, происки каких-то дебилов. Вот. Никогда не занимайтесь никакой фигней, ребят. Вот смотрите, какая прекрасная погода. Классно же, да? Лето только сейчас впереди, сейчас только оно начнется. Сейчас вот май заканчивается, я уже прям в предвкушении, уже сейчас купаться скоро буду. Вот, я очень люблю лето, и никуда мне не надо ездить. Там, я колхозник рязанский, вот, мне кроме реки, как бы там природы больше ничего не надо. Вот. Цените то, что имеете, берегите себя, своих близких. А с вами был Миша Выплюшка. Увидимся.